На юге Итилиана воины Доламрата готовы сложить свои головы, но не допустить прорыва армий Умбара и Мордора в Пелагир, крупнейший торговый город на берегу реки Андуин. Битва ожидается крайне жестокой, ведь враг привел гвардии Умбара, тяжелейшую пехоту на стороне врага, а также орков Моргульского легиона. Но это лишь малая доля того, что приготовил Саурон для прорыва Южного Итилиана. В основе армии неприятеля были сотни Олокхаев в доспехах и также молодое потомство мумаков Харада. Вся эта рать численностью в 10 тысяч вот-вот обрушится на готовящихся к обороне реки воинов Доламрата, что готовы отдать свои жизни, но не дать врагу и на метр приблизиться к Пелагиру. Лидер армии Доламрата подготовил к битве 4000 доблестных ветеранов битв. Среди них мастера меча, пешие рыцари, бойцы с алебардами Пелагира, а также лучники Итилиана с ветеранами Гондора. Друзья, 90% из вас смотрят ролики, что я делаю для вас без подписки. Подпишись, я тебя не разочарую. Оборона будет вестись сразу на двух бродах реки. По 2000 воинов Доламрата расположил на каждом из участков обороны лидер. С одной стороны воинов Гондора ожидает молодое потомство Мумакилов, а с другой – Олокхаи в доспехах. Даже представить страшно, где сейчас обороне придется тяжелее всего. Когда лучники Харада дали свой первый залп, ранее неспешно марширующая орда неприятеля резко ускорила свой ход и устремилась через брод. Защитникам предстоит сдержать натиск и отстоять границы Итилиана. Первый удар Мумакилов и Олокхаев на обеих бродах чуть не сокрушил строй воинов Гондора. Если бы не фаланга бойцов Пелагира, вооруженных алебардами, боюсь, после первого же натиска враг с легкостью пробил бы бреши в обороне и растоптал бы защитников. Однако, несмотря на фаланги алебард, сократить как-либо потери не удается. Доспехи Олокхаев и кожу Мумакилов не так-то просто было пробить. Необходимо было приложить серьезные усилия, чтобы свалить их на землю. Помимо этого, Олокхаи и Мумакилы укрывали с собой большую часть своей пехоты, что без труда оказывалось в плотном контакте с щитами воинов Гондора.
И десятки минут. Потери колоссальные. Уже около 1000 воинов Гондора отдали свои жизни. Но прежде успели забрать десяток как Мумакилов, так и Олокхаев. Враг пытался пробиться любой ценой, и вот уже эти громоздкие создания утратили терпение. И случайно ударами либо бивни, либо молотов начинают загружать и свою пехоту. И если так пойдет, то, боюсь, спустя час воинов Гондора положат всех. Тем временем на той стороне реки, откуда пришел враг, лидер защитников, сидя на лошади, увидел, как с холма в тыл врага спешат на полном ходу сотни рыцарей Дуламрата и несколько подразделений тяжелой пехоты Гондора численностью 300 бойцов. Однако уже внезапное появление бойцов Дол-Амрата ничуть не смутило сражающегося в ближнем бою врага. Несколько отрядов выходят в тыл, чтобы отрезать рыцарей Дол-Амрата от удара в спину сражающихся. Рыцари устремились сразу же к позициям лучников Харада, а пехота Гондора направилась в тыл и схлестнулась в схватке с черными нуминорцами и гвардией Умбара. Спустя время подкреплением не удается разбить неприятеля ударом в тыл. Отрезанная от борода пехота Гондора была отброшена гвардией Умбара и перебита, а рыцарей оказалось слишком мало, чтобы истребить несколько сотен лучников, что, не щадя своих же, лупили по сражающимся рыцарям со стрелками Харада. Положение критическое. Олокхаи пробили строй и создали брешь на одном из участков обороны Брода. Враг начинает потихоньку обволакивать позиции воинов Гондора, заходя во фланги и тылы. На другой же позиции воины с алебардами, что подвергались раскатам бивней Мумакилов, также наконец ощутили и стрелы, что выпускали лучники, находящиеся в башнях на Мумакилах. Пеший рыцарь Дуламрата из последних сил пытается как-то удержаться на своих позициях, но когда воины Пелагира оказались под залпами как лучников Харада, так и стрелков в башнях, бойцы Пелагира, утратив большую часть своего состава, решили броситься в бегство и сбежать из боя. Рыцари, что сражались в ближнем бою щитом к щиту, незамедлительно были раздавлены подступью Мумакилов. Те, кто осознают, что продолжать бой бессмысленно, начинают отступать. На другой же позиции Олокхаи ломает строй защитников, среди которых были также и воины с алебардами, из-за чего формация воинов Гондора сковывается по всем фронтам, а бойцы Дуламрата и не думают отступать. Минутами позже с территории Харондора прибыли рыцари Дуламрата численностью в 300 всадников. Часть Олокхаев быстро была переброшена в тыл, чтобы не дать рыцарям провести свой смертоносный натиск, из-за чего все рыцарские подразделения Гондора оказываются под ударами молотов Олокхаев.
Сегодня воинам Гондора не суждено одолеть своего врага в битве насмерть. Почти все бойцы Доламрата полегли. Около половины Олокхаев и Мумакилов-детенышей находят свою погибель, как и половина всей пехоты врага. Сбежать удается лишь некоторым средь воинов Гондора. Теперь воинство Умбара и Мордора спокойно может маршировать по Этилиану, и кто знает, может быть, Гондор сумеет подготовиться к обороне Пелагира. Прошу вас не искать политического подтекста в этом ролике, его здесь нету, как и никогда не было, и не будет. Каждый ролик на канале создается с развлекательной целью. Напомню, что канал лишился монетизации на территории РФ. Так что если есть желание поддержать донатом, сейчас самое время. Канал не закрою ни в коем случае и продолжу работать дальше. До скорого.